В утренних сумерках, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, Кейт открыла дверцу своего автомобиля. В воздухе стоял резкий запах алкоголя. Кейт обратила внимание на картонную коробку, которая слегка шевелилась на заднем сидении. В ней находились 9 новорожденных щенков. Их глаза были закрыты, и они еще не знали, какой жестокий мир их ждет. Кейт произнесла что-то невнятное, после чего схватила коробку и небрежно выбросила ее в высокую траву у ручья. Утренний воздух наполнился тихими всхлипываниями щенков, которые смешивались с журчанием воды. Кейт вышла из машины, и ее карие глаза выражали страх и растерянность. «Уходи!» — крикнула она, и ее голос эхом разнесся по пустынной поляне. «Я больше не могу заботиться о тебе. Лейси, собака». Кейт подошла к коробке и тревожно обнюхала щенков. Она посмотрела на хозяйку, словно умоляя ее остаться, но Кейт уже вернулась в машину. Двигатель автомобиля взревел, и через несколько секунд машина скрылась за поворотом. Автомобиль скрылся из виду, оставив после себя облако пыли и звук визга шин по асфальту. Наступила тишина, которая казалась оглушительной. Лейси, оставшись одна с щенками, огляделась по сторонам. Ручей тихо журчал, словно пытаясь утешить семью. Утренний ветерок шелестел высокой травой, создавая волны из зелени. Собака начала принюхиваться, ее материнские инстинкты были на пределе. Она знала, что должна защитить щенков, но не представляла, насколько велик и опасен окружающий мир. Лейси осторожно взяла одного из щенков за загривок и отнесла его под ближайший куст. Затем она повторила это несколько раз, пока все 9 щенков не оказались в безопасности. После этого она легла рядом с ними, предлагая тепло и уют своего присутствия. Пока щенки прижимались к ней, Лейси внимательно следила за дорогой. Лейси с грустью смотрела в ту сторону, где исчез Кейт. В глубине души она все еще надеялась на его возвращение и на то, что произошедшее было всего лишь ошибкой. Однако с каждым часом реальность становилась все более очевидной. С каждым днем Лейси все больше ощущала голод. Ей необходимо было питаться, чтобы продолжать кормить своих щенков, но она не могла оставить их одних. Эта дилемма мучила ее, пока солнце поднималось все выше. Внезапно она услышала отдаленный звук, который привлек ее внимание. Она напряглась, готовясь защитить своих щенков. Что бы ни произошло, она была готова к этому. Эмили спокойно шла по тропинке, ведущей к ручью. На ее руке покачивалась плетеная корзина, а утреннее солнце пробивалось сквозь листву деревьев, создавая на траве мозаику света и теней. Она глубоко вдохнула свежий влажный запах земли и растений. Ее мысли блуждали, и она думала о грибах, которые надеялась найти. Эмили, занимавшаяся поиском натуральных продуктов для своего магазина, внезапно заметила движение в траве. Подняв глаза, она увидела собаку, частично скрытую от взгляда. Их глаза встретились, и Эмили заметила страх и усталость в глазах животного. «Эй, милая!» — позвала она, осторожно присаживаясь на корточки, чтобы не напугать собаку. «Все в порядке, я не причиню тебе вреда». Собака, которую звали Лейси, колебалась, разрываясь между желанием защитить своих щенков и страхом. Она отчаянно нуждалась в помощи и медленно пошевелилась, открывая взору маленькие пушистые тельца, которые скорчились у нее за спиной. Эмили ахнула, осознав увиденное, и слезы потекли по ее щекам. Эмили медленно и осторожно приблизилась к Лейси, проявляя осторожность и бдительность. Однако что-то в спокойном поведении собаки заставило ее немного расслабиться. Она протянула руку, чтобы прикоснуться к Лейси, и почувствовала, как ее пальцы нежно скользят по мягкой шерсти. Эмилия осторожно протянула руку, позволяя собаке обнюхать ее. «Ты, вероятно, очень голодна», — сказала она, открывая корзину и доставая бутерброд. Она принесла с собой обед и предложила его Лейси. Собака на мгновение задумалась, прежде чем принять пищу, и быстро съела ее. Пока Лейси ела, Эмилия осмотрела щенков. Их было 9, и всем, казалось, было всего несколько дней от роду. «Я не могу оставить тебя здесь», — твердо сказала она. «С большой осторожностью.
Эмили собрала щенков и поместила их в корзину, накрыв мягкой тканью. Лейси внимательно наблюдала за ней, но не предприняла никаких действий, чтобы остановить ее. «Пойдем, девочка», — ласково обратилась Эмили к Лейси, начиная обратный путь по тропинке. К ее удивлению, Лейси последовала за ней. Корзина, в которой Эмили несла щенков, казалась ей тяжелее, чем обычно. Обратный путь до дома Эмили показался ей особенно долгим и утомительным, и она лихорадочно обдумывала все предстоящее дело. Эмили предстояло решить множество задач: обеспечить ченкам еду, удобное место для сна и, возможно, показать их ветеринару. Это было серьезное обязательство, но, глядя на преданную Лиси, которая шла рядом с ней, Эмили понимала, что приняла правильное решение. Наконец, они добрались до уютного домика Эмили на окраине города. Когда Эмили открыла дверь, она улыбнулась Лиси. «Добро пожаловать в твой новый дом», — сказала она. «Береги себя и своих малышей». Лейси на мгновение остановилась на пороге, последний раз взглянув на дорогу, по которой ушла Кейт. Затем она вздохнула и вошла внутрь, следуя за Эмили. Эмили начала новую жизнь, и Лейси с щенками находились в безопасности в ее доме. В то же время жизнь Кейт, казалось, ухудшалась, и дни становились все более мрачными. Отказ от Лейси и ее щенков стал тяжелым бременем для его совести, но этого было недостаточно, чтобы преодолеть непреодолимое влечение к алкоголю. Кейт погрузился в состояние опьянения, едва замечая, как проходит время. С каждым днем его работа становилась все более сложной и невыносимой. То, что когда-то было источником стабильности, теперь превратилось в невыносимое время. Пропуски работы, ошибки и предупреждения накапливались, как снежный ком. Однажды серым утром Кейт, пошатываясь, вошел в офис, ощущая запах алкоголя, исходящий от каждой его поры. Его начальник, мужчина с усталым лицом и сочувствующими глазами, пригласил его на беседу. «Кейт, мы больше не можем так продолжать», — сказал он, и в его голосе звучали разочарование и беспокойство. «Вам нужна помощь». Но Кейт, погруженный в свое горе, мог лишь бессвязно оправдываться. Вскоре его вывели из здания, вручив коробку с его вещами и письмо с отказом. Безработный и подавленный, Кейт начал опускаться все ниже. Счета накапливались, но он игнорировал их, тратя те небольшие деньги, которые у него были, на алкоголь. Квартира, которую он ранее делил с Джанетой Лейси, превратилась в отражение хаоса в его сознании. Пустые бутылки и мусор скапливались повсюду, тишину нарушал лишь изредка раздававшийся стон. К сожалению, недели складывались в месяцы, и положение Кейт ухудшалось с каждым днем. Домовладелец, устав от пустых обещаний и просроченной арендной платы, в конце концов, выгнал его. И вот Кейт оказался на улице с рюкзаком, в котором была лишь немногочисленная одежда и своими воспоминаниями. В руках у него была драгоценная бутылка дешевого виски. Не имея определенного направления, он инстинктивно направился к ручью, где оставил Лейси. Возможно, им двигало чувство вины, а возможно, это был последний проблеск надежды на возможность исправить содеянное. Кейт разбил лагерь на берегу ручья, соорудив из подручных материалов палатку, которая служила ему единственным укрытием от непогоды. День проходил за днем, и все это время он находился в непрерывном поиске новой порции алкоголя. По ночам, когда алкоголь уже не мог полностью заглушить мысли, Кейт преследовали видения Лейси и ее щенков. Во сне он видел, как они теряются, умирают от голода и умоляют о помощи. Просыпаясь в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем, он снова возвращался к бутылке. С каждым днем Кейт становился все более похожим на себя прежнего. Его борода отросла, глаза потускнели, а некогда сильное тело исхудало. Он бесцельно бродил вдоль берега ручья, что-то бормоча себе под нос. Однажды, в то время как Кейт, охваченный внутренними переживаниями, тихо бормотал что-то себе под нос, судьба решила вмешаться. Она начала создавать обстоятельства, которые должны были вернуть Кейт к жизни, которую он оставил. Прошло 2 года с того трагического утра у ручья, когда Эмили нашла Лейси и 9 щенков.
Теперь, когда они были в безопасности и накормлены, эти взрослые собаки с уникальными характерами приносили радость в жизни Эмили. Тихий дом Эмили теперь наполнился энергией 10 счастливых, ухоженных собак. В то осеннее утро Эмили решила прогуляться с Лисией к ручью, где она ее нашла. Воздух был свежим, наполненным ароматами опавших листьев и влажной земли. Лиси радостно бежала рядом с Эмили, виляя хвостом от восторга, пока они шли по знакомой тропе. На тропе Эмили заметила нечто необычное. Безмятежный пейзаж нарушал импровизированный лагерь. Изношенная палатка и круг остывшего пепла указывали на присутствие незваного гостя в этом месте. Лиси. Эмили, нахмурившись, что-то пробормотала. Лиси, напротив, внезапно насторожилась, ее тело напряглось. И тут они увидели его. Мужчина, пошатываясь, вышел из кустов. Его фигура практически сливалась с окружающей растительностью, лицо было скрыто спутанной бородой, а одежда висела на плечах. Эмилия инстинктивно сделала шаг назад, потянув за собой Лиси. Однако у собаки были другие намерения, и она, тихо зарычав, двинулась вперед, не сводя глаз с незнакомца. Мужчина остановился, его рассеянный взгляд пытался осознать происходящее. Постепенно на его лице появилось узнавание, и он прошептал хриплым голосом Лиси. Эмили пронзила мысль, этот человек узнал Лиси. И тогда фрагменты головоломки начали складываться воедино. «Ты, Эмили», — сказала она дрожащим голосом, — «тот самый мужчина, который оставил тебя. Лиси и ее щенки — это не ты, Кейт». Она увидела, как он опустился на колени, и по его грязному лицу потекли слезы. «Мне очень жаль», — пробормотал он прерывающимся от эмоций и алкоголя голосом. «Я не знал, как поступить, я все потерял». К удивлению Эмили, Лиси подошла к Кейт. Она сделала это осторожно, и легкая дрожь пробежала по ее телу. На мгновение мир, казалось, замер, а затем медленно, почти незаметно, Лиси приблизилась и лизнула Кейт в лицо. Эмили с изумлением наблюдала за этим неожиданным воссоединением. Ее разум переполняли вопросы и противоречивые эмоции. Одна ее часть хотела оттащить Лиси от человека, который причинил ей столько боли, но другая понимала силу прощения, свидетелем которого она стала. «Думаю, нам есть о чем поговорить, милая», — сказала она. И в то осеннее утро у ручья 3 заблудшие души начали свой путь к спасению. Солнце садилось, когда Эмили, Лиси и Кейт подъехали к месту, откуда начался их путь. Когда они подошли к дому Эмили, между ними воцарилось напряженное молчание, наполненное невысказанными эмоциями. Никто из них не произнес ни слова. Кейт, все еще дрожа и явно испытывая неловкость, остановилась на пороге. «Я не заслуживаю этого», — пробормотала она охрипшим от волнения голосом. Эмили на мгновение взглянула на нее, и в ее глазах отразились сочувствие и осторожность. «Возможно, и нет», — мягко ответила она, «но каждый заслуживает шанса исправить свои ошибки». Щенки, которые уже стали взрослыми, зашевелились при появлении незнакомца. Эмили успокоила их ласковыми словами и провела Кейт в ванную. «Прими горячий душ», — проинструктировала она, передавая ей чистые полотенца и одежду, принадлежавшую ее покойному мужу. «Мы поговорим об этом позже», — добавила она. Когда в доме стало шумно из-за душа, Эмили села в ванной и стала слушать, как Кейт принимает горячий душ. Кухня была у ее ног, а мысли были полны сомнений и беспокойства о том, правильно ли она поступила. Она привела Кейт к себе домой и теперь сомневалась, стоит ли ему доверять. Однако через час Кейт вышла из ванной, преображенная, чисто выбритая и свежая. Он тоже принял душ и выглядел на несколько лет моложе, хотя в его глазах все еще читалось чувство вины. «Спасибо», — просто сказал он, садясь за кухонным столом. Эмили приготовила незамысловатый ужин. Пока Кейт ел, она начала рассказывать ему о том, как нашла Лиси и щенков, о трудностях и радостях, связанных с уходом за ними. Кейт слушал молча, и на его глазах порой появлялись слезы. «Я все испортил», — наконец произнес он прерывающимся голосом. «Я потерял Джанет, работу, а потом я их бросил».
Он взглянул на Лиси, которая внимательно наблюдала за ним с другого конца кухни. «Как она может даже смотреть на меня?» – подумала Эмили. Животные обладают удивительной способностью прощать, Кейт. Но сейчас главная проблема – сможешь ли ты простить себя? Слова повисли в воздухе, наполненные глубоким смыслом. Кейт опустил голову, его плечи дрожали от беззвучных рыданий. «Я хочу измениться», – прошептал он. «Но я не знаю, с чего начать». Эмили протянула руку и нежно коснулась его руки. «Это начинается здесь», – сказала она. «Это начинается сейчас, день за днем». В ту ночь Кейт спал на диване. На следующее утро, когда первые лучи солнца проникли в комнату, Лейси лежал на полу рядом с Кейт. Эмили проснулась и обнаружила, что Кейт уже не спит, и его глаза светились ясностью, которую она не видела уже много лет. «Я готов», — просто сказал он, и с этого момента начался долгий путь Кейт к искуплению. Движимый состраданием Эмили и безусловным прощением Лиси, последующие дни стали эмоциональными американскими горками для всех участников этой истории. Решив искупить свою вину, Кейт полностью посвятил себя процессу выздоровления. Эмили сопровождала его на собрание анонимных алкоголиков в соседнем городе, молча поддерживая его, пока он боролся со своими внутренними демонами дома. Кейт начал восстанавливать доверие не только к Лиси, но и к ее уже подросшим щенкам. Поначалу собаки вели себя настороженно, реагируя на напряжение, которое все еще витало в воздухе. Однако постепенно, почувствовав перемену в Кейт, они стали относиться к нему с теплотой. Однажды днем, когда Кейт помогала Эмили в уборке двора, она заметила, что одна из собак подошла к ней и потерлась о ее ногу. Это вызвало у Эмили чувство счастья и заставило ее задуматься о том, что, возможно, собака чувствует изменения в ее настроении. Во время уборки двора одна из собак, крупный золотистый кобель, принесла мяч и замерла, ожидая реакции Кейт. Эмили, наблюдавшая за происходящим, улыбнулась и предложила Кейт поиграть с собакой. Кейт взяла мяч и бросила его, после чего собака с радостью побежала за ним. Это вызвало у Кейт искреннюю улыбку, которая не появлялась на ее лице уже много лет. Вечером, сидя на крыльце и наблюдая за игрой собак, Эмили и Кейт обсуждали планы на будущее. Эмили выразила желание, чтобы в этом году все сложилось хорошо. Кейт, пережившая потерю, не знала, с чего начать. Эмили на мгновение задумалась, прежде чем дать ответ: «У вас есть навыки, Кейт. Я видела, насколько хорошо вы работаете руками, когда чинили ту сломанную полку. Почему бы не начать с этого?» Это предложение посеяло зерно в сознании Кейт, и она осознала, что у нее еще есть время. В последующие дни она начала предлагать свои услуги в качестве разнорабочего в городе, выполняя мелкие ремонтные работы то там, то здесь, всегда в сопровождении своей верной помощницы. Лейси. Жители города, которые поначалу относились к ней скептически, начали замечать изменения в поведении Кейт. Ее преданность своей работе и очевидная привязанность к Лиси постепенно разрушали барьеры недоверия. Прошел месяц, затем еще 2. Кейт, переехавший в небольшую квартиру в городе, продолжал восстанавливаться после пережитых событий. Он регулярно навещал Эмили и собак. Во время игры с собаками во дворе он заметил, что Эмили смотрит на него с задумчивой улыбкой. Кейт поинтересовался, что ее беспокоит. Эмили на мгновение задумалась, прежде чем ответить. «Не заинтересует ли вас какой-нибудь вид рукоделия?» – неожиданно спросила она. Это предложение застало Кейт врасплох. Он посмотрел на Лиси, которая виляла хвостом рядом с ним, затем снова на Эмили. Кейт почувствовал волну благодарности. «Я был бы очень рад этому», — сказал он с искренней радостью в голосе. Так в жизни Кейт открылась новая страница, полная удивительных возможностей и надежд. Если вам понравилась эта история, рекомендуем подписаться на наш канал и следить за новыми видео.